Приветствую! Вчера вечером прошла онлайн-конференция B-World, по итогам которой можно выделить несколько тезисов. Всю конференцию смотреть было не обязательно. Главное, что из нее можно вынести, это фраза Илона Маска о том, что он владеет биткоином, Tesla владеет биткоином и SpaceX владеет биткоином, о чем раньше он не заявлял. Еще одна фраза, которую все от него ожидали, это «Я поддерживаю биткоин». Он говорил о том, что владеет биткоином, его компании владеют биткоином, если курс его упадет, то он потеряет деньги. Он не дампит специально биткоин, только если пампит. Поэтому, если ему понадобится, я думаю, он не постесняется и запампит его туда, куда ему нужно. Также все отмечают футболку, в которой он сидел. Единственный вопрос в том, что изображено на последнем значке – Dogecoin или биткоин. При таком плохом качестве картинки я здесь вижу все-таки логотип Dogecoin. Также в ходе конференции Илон Маск заявил, что Tesla может в скором будущем начать принимать биткоины за свои автомобили. И еще раз повторил, что биткоин должен быть для этого более экологичным. Я хотел немного большей должной осмотрительности, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемых источников энергии, скорее всего, составит 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа. И если это так, то Tesla возобновит прием биткоинов. Но о том, что майнинг биткоина, если не выше, то очень близко к 50%, заявлялось уже несколько недель назад. Я думаю, когда Маску будет это выгодно, он откроет глаза, почитает всю имеющуюся информацию и напишет об этом в своем твиттере, что Tesla возобновляет продажу электрокаров за биткоины. И тем самым памп у нас на этой теме повторится второй раз. А весь крипторынок продолжает уже второй день расти. Снова нас радует монета Exi. По Stellar вышла неплохая новость. И монета Waves летит на листинге на бирже Bitfinex. Если же смотреть лонги и шорты на биткоинах за последнее время, то за сутки шорты сократились на более чем 7%, а по истории за последние дни можно видеть снижение шортовых позиций, которые набирались в большом количестве ранее, и планомерное увеличение лонгов. По эфириуму похожая ситуация. За сутки значения практически не изменились, шорты немного сократились почти на 3%, но по истории видно, что в основном шорты снижаются, а лонги ступенчато потихоньку идут наверх. По обороту торгов за 24 часа произошли большие изменения. Первая тройка, как всегда, вне конкуренции, но на четвертое место вышел Dogecoin, который обычно даже в десятку не входит, а также Binance USD обогнал Bitcoin Cash. Индекс страха и жадности у нас увеличивается, на сегодня эта цифра 21, мы по-прежнему в экстремальном страхе, но радует то, что мы хотя бы отрываемся от минимальных значений. Когда-нибудь мы уйдем из этого продолжительного болтания на дне. Индекс альт-сезона по-прежнему у нас находится на очень низких значениях. Не смогли мы с первого раза попасть в зону биткоин-сезона. На сегодня эта цифра 33. Зона биткоина начинается после 25. За 24 часа ликвидировано почти 67 тысяч трейдеров на общую сумму 343 миллиона долларов. И уже второй день подряд большие ликвидации настигают шортистов. Их почти 72%. На графике хорошо видно, что два последних дня красные столбцы намного выше зеленых. Надеюсь, данная тенденция продолжится и биткоин пойдет вверх, ликвидируя шортистов. Grayscale продолжает закупать Litecoin, но на этот раз вместе с ним был закуплен Decentraland Mana, Link, Filecoin и BET. Остальное продавалось, но совсем незначительно. Топ-10 монет по популярности в поиске сервиса CoinGecko. И здесь у нас на первое место ворвалась новая монета Skill. Существует множество графиков, с помощью которых пытаются спрогнозировать дальнейшее движение цены биткоина. И на этот раз показана вот такая зависимость. В июле 2017 года, 16 числа, цена биткоина также приходила к своим минимальным значениям и коснулась вот этой зеленой линии. Сейчас же аналогичная ситуация, снова июль, и мы снова по данной структуре коснулись зеленой линии. Данный график нам намекает, что после этого вполне возможен резкий рост на десятки процентов. Тогда это было падение на 65% за 373 дня. Сейчас мы падаем уже 435 дней, и падение составило практически 60%. Также, если посмотреть 12-13 года, также возле этой зеленой линии мы могли ее пробивать, но после этого шли непременно наверх. Аналитики из компании Glassnode в своем твиттере выкатили вот такой график, в котором также пытаются найти зависимость краткосрочных держателей биткоина и анализируют индикатор профита держателей биткоина по отношению к цене биткоина. Всякий раз, когда мы приходили либо превышали указанный диапазон, цена биткоина направлялась вниз.
Так уже происходило 5 раз, а когда индикатор приходил в нижний рассчитанный диапазон, когда монеты стоили в среднем ниже, чем их покупали, то происходила капитуляция, и после этого цена биткоина разворачивалась наверх. И так происходило даже чаще. Сейчас это уже 12-й раз, и раньше всегда это срабатывало. Хотя бы небольшие отскоки, но после этого бывали. Поэтому вполне возможно, что и сейчас в скором времени мы увидим либо разворот, либо хотя бы отскок наверх для коррекции последнего падения. Резервы биткоина на всех биржах после недавнего роста продолжают находиться на тех же уровнях, не падают и не растут на фоне роста цены. Но зато увеличились покупки и продажи. Кого-то здесь ликвидируют, кто-то залетает в лонги на этом росте. В любом случае объемы увеличены и движение на рынке наконец-таки начинает оживать. По эфириуму похожая ситуация, но отскока наверх резерва эфириума на биржах не было. Мы находимся на минимальных значениях, но также пока сохраняем данные позиции. Лои не обновляем, но и разворота здесь по данному показателю нет. Резервы стейблкоина также сохраняют свои максимальные значения без их увеличения. Притоки биткоина на биржу остаются на прежних уровнях, и аномального увеличения также пока не наблюдается. Сложность майнинга, хешрейт после вчерашнего падения немного скорректировался. Нужно подождать пару дней, чтобы понять, пойдем ли мы ниже, либо здесь это все в рамках коррекции, и все-таки хешрейт пойдет на увеличение, что было бы более логичным. На этом фоне продажи майнеров остаются на вчерашнем уровне, они выше, чем в последнее время, и по-прежнему не являются какими-то критичными, и большинство майнеров не продают. Из новых и ближайших новостей это сплошные листинги. Сегодня монета EXI будет залистена на бирже CoinFlex, монета Waves сегодня будет залистена на Bitfinex, NIR будет добавлена на биржу Bitmart, а биржа Indedax листит Quant и Nexa. Все эти листинги произойдут 22 числа сегодня. В твиттере Илона Маска особо никаких криптообновлений нет, единственная запись это ответ на вчерашнюю свою конференцию. Один из пользователей написал, что банковские балансы Tesla в Европе имеют отрицательную процентную ставку. Довольно неприятно видеть, как ваш баланс падает в реальном времени. Это безумие. Мы определенно переносим это в биткоин. Это была цитата самого Илона Маска на вчерашней онлайн-криптоконференции B-World. Маск посчитал нужным еще раз продублировать у себя в твиттере эту запись и ответил на данный пост. Серьезно, отрицательные номинальные процентные ставки. Куда идет мир? Тем самым он еще раз подтвердил, что его вот эта фраза о том, что он недоволен банковскими депозитами и в этом вопросе он больше поддерживает биткоин, он посчитал нужным еще раз это повторить и закрепить. Это, несомненно, позитивный сигнал. Из интересных новостей Центробанк России дал рекомендации по курсу к торгам инструментов с привязкой к криптовалютам. Но все эти рекомендации можно объединить в одну фразу: запретить торговать любыми активами, связанными с криптовалютой. Естественно, все это объясняется защитой пользователей, защитой людей, защитой их прав, инвесторов. Связано это с тем, что криптовалюты, цифровые активы якобы характеризуются высокой волатильностью, непрозрачностью ценообразования, низкой ликвидностью, технологическими, регуляторными и иными специфическими рисками. Рекомендации Банка России являются превентивной мерой, они направлены на то, чтобы не допустить предложения таких инструментов массовому инвестору. То есть еще никто не предлагал вводить это на бирже в России, а их уже заранее запрещают, чтобы даже и не думали этого делать. Stellar намерен приобрести сервис денежных переводов MoneyGram. Где-то мы это уже видели. Несколько лет назад Ripple покупал и сотрудничал с MoneyGram. На этот раз Stellar ведет переговоры с сервисом денежных переводов. Возможно, на этом акции MoneyGram выросли на почти 12%, и монета Stellar также показывает рост почти на 12%. Нам как раз в этой статье напоминают, что в ноябре 2019 года Ripple приобретала долю MoneyGram на $50 миллионов, но впоследствии приостановили отношения на фоне иска компании по ценным бумагам и биржам SEC. Посмотрим теперь, что получится у Stellar. Coinbase добавила Dogecoin на свою платежную платформу. Для торговли Dogecoin был уже давно добавлен на эту биржу, но в качестве платежного средства только сейчас. Кроме Dogecoin, Coinbase поддерживает Bitcoin Cash, Litecoin и стейблкоин USDC. Власти Абхазии сообщили о переговорах с Россией о поставках электроэнергии для майнеров. Прочитая заголовок, можно сделать вывод, что власти Абхазии как-то очень уж заинтересованы в том, чтобы майнинг был без перебоев. Возможно, сами власти и майнят. Власти Абхазии сообщают, что деятельность по добыче криптовалют ранее была ограничена из-за нехватки электроэнергии. И они пошли путем не запретов, как это было сделано в других странах, а решили обеспечить нормальные условия. И будет не только дополнительная поставка электроэнергии из России, но также будут созданы центры для размещения оборудования для майнинга. По мне, так это очень интересное решение вопроса, когда деятельность не запрещается, а для нее пытаются создать хоть какие-то благоприятные условия. Тоже интересная новость, то что Tether проведет финансовый
финансовый аудит обеспечения своих монет USDT в ближайшие месяцы. Несколько лет назад на прошлом булране данную тему также использовали для дампов и пампов наравне с запретами из Китая. Всегда ходили слухи, что Tether не пройдет финансовый аудит и сейчас все развалится, что USDT скоманется и на крипторынке начнется полный ад. Вот и сейчас приближается время, когда будет проведен финансовый аудит Tether. Tether, ровно как и другие компании, выпускающие стейблкоины, часто критикуют за отсутствие аудитов. Несколько лет компания даже не сообщала, где хранятся фиатные валюты, не говоря уже о детализации обеспечения USDT. Похоже, что регуляторное давление заставило Tether не только предоставить данные об активах, обеспечивающих эмиссию токена, но и провести финансовый аудит. Официально представители Tether заявляют, что их стейблкоин обеспечен активами в пропорции 1 к 1. То есть на каждый Tether у них присутствует эквивалент этому Tether. Однако не все эти активы являются долларами США. Еще используются облигации, безопасные займы, криптовалюты и другие инвестиционные инструменты. Надеюсь, в этот раз все так же пройдет хорошо и не будет очередного дампа на ровном месте. Я думаю, фамилию Ротшильдов знают все. Так вот, они покупают биткоин все это время, пока он дешевел. Согласно данным SEC, инвестиционная компания Rothschild Investment Corp почти втрое увеличила свои вложения в биткоин во втором квартале этого года. Это на 300%. Они сами сообщили об этом, показав бумаги в комиссии SEC. Они увеличивают свою долю Grayscale Bitcoin Trust и Grayscale Ethereum Trust. В основном, конечно же, биткоин. Они закупили 141 405 акций данного фонда. Дочерняя компания инвесткомпании с активами на 563 миллиарда долларов подала заявку на запуск биткоин ETF. Это сделали Global X. Они подали заявку в SEC и ее должны рассмотреть в течение 45 дней. Но я думаю, естественно, ее продлят. На это у SEC есть 240 дней, прежде чем вынести окончательное решение. Ну и давайте взглянем, что у нас происходит на графиках. По биткоину со вчерашнего дня практически ничего не изменилось. Мы получили импульс и сейчас торгуемся на хаях этого импульса. Если посмотреть часовик, индикатор здесь разгружается, цена не падает и вполне вероятно, что мы продолжим движение дальше. Данный импульс будет продолжен. Я немного купил уже на данных уровнях, расставил лимитники пониже в случае коррекции и стоп, как вчера говорил, поставил за начало импульса. Здесь вполне вероятно мы увидим хотя бы еще один хороший импульс. Профит буду трейлить. По эфириуму такая же ситуация после вчерашнего импульса. Цена так и не упала и в принципе может и не упасть. Мы можем всю коррекцию просидеть наверху и пойти дальше, не дав закупиться пониже. Поэтому предполагаемую позицию я бы разделил на несколько частей и, как и по биткоину, что-то купил уже сейчас, что-то расставил в лимитнике, но не более того, что соответствует мани-менеджменту, потому что стоп все-таки может сработать и потеря при этом стопе не должна быть критична. А так прогноз продолжения роста как биткоина, так и эфириума. По риплу мы пришли в скользящую среднюю 200 на часе. На 4 часах сейчас, кстати, это выглядит намного лучше, чем вчера. И здесь также можно рассмотреть вариант на покупку на откате с установкой стопа за начало импульса. И здесь неплохое движение, хотя бы на еще один рост. И пару монет из комментариев посмотрим. Это Waves, одна из них. И здесь он показал рост при этом на хороших объемах. Сейчас мы пытаемся пробить скользящую 200. Если монете это удастся, мы еще и протестируем сверху, то поход наверх будет для нее отличным вариантом. А так глобальная разволновка у нас пока в силе. Здесь было предположительное завершение волны А. Мы не пробили лой. Здесь у нас похоже на импульсную структуру. И вполне вероятно, что мы можем продолжить рост в рамках предполагаемой волны Б. Здесь это может быть как АБЦ. Здесь это может быть как 1, 2, 3, 4, 5 в рамках волны А. Потом будет BC. Не суть важно. По Вейвсу также я рассчитываю увидеть рост. Но если его не будет и мы пойдем ниже, стоп, естественно. Для надежности лучше вообще вот за данный минимум поставить, а не за этот. Так, еще одну монету хотел посмотреть. Это монета HOT. Также в комментариях просили, что у нас здесь по ней. До этого мы смотрели, мы находились в волне А. Нисходящий канал давно пробит. Здесь мы обновили лой и пик волны 1. Но мы даже его не зацепили. Пока структура здесь актуальна. И здесь также локально стоит смотреть, если вам нужна эта прям монета. Но пока она выглядит не очень. Здесь также лучше подождать нормального отскока. Здесь пока какого-то импульса четкой структуры не наблюдается. Есть пока 3 волны. Если мы трансформируемся в клин, либо в пятиволновку, будет более явный сигнал на то, чтобы искать возможность войти в лонг. Пока здесь глобально также не отменен вариант на рост в рамках волны B, но и просто залетать я бы не стал, пока здесь рано. На сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!